Так, 17 апреля, друзья мои, понедельник, новая неделя, 4-я, и новая машина, ну не совсем новая, ну вообще супер состояние ее, другая машина, 88-я, BNX1, и другая немножко работа. С этого дня я работаю на контейнерах. Выехали с базы. Вот, и едем мы, ребята, в Роттердам. Сингл, без прицепа. В Роттердаме мы будем активировать карточку мою, Cargo Card. После этого мы поедем немножко назад. Надо взять шасси. И когда возьму шасси, надо сообщить в планинг, что я взял шасси и все окей. Такая вот ситуация у нас. Я, в принципе, доволен. Сейчас будет что-то новое. Пару дней на адаптацию, так скажем, да. Вспомнить то, что Андрюха мне уложил в первую неделю стажировки, когда я стажировался именно на контейнерах. И начнем работать уже в спокойном режиме, без стрессов. Ну, я думаю, будет так, что я возьму платформу и пойду где-то брать прицеп. Наверное, в Майердайк. Как? Майердайк. Ой, блин. Забыл. Ну, короче, что-то типа этого. Машина, в принципе, зашибись. Удобная. Потом расскажу, что тут есть в машине. Ну, а что тут рассказывать? Все то же самое, плюс кондиционер. Причем кондиционер можно на пульте использовать, надо только батарейку поставить. Сейчас будем привыкать к машине. Я по ней, по базе проехал метров 40. Зад сдал, когда перекладывал вещи. И вперед сдал. Надо будет еще заехать куда-то в сервис, залить масло. Потому что показало мне, надо маслице подлить. Я сообщил Эрику, он сказал, сегодня где-нибудь по дороге мне сообщит, куда именно надо будет заехать за маслом. Немножко привыкать. Машина порезвее, чем та, которая была. Ну, то тоже как бы привык, да. Все-таки 2 недели отдал ей. Но это похоже, по-моему, как с Андреем я работал на машине. Единственное, что здесь есть кондиционер, да. Там был люк, а здесь кондиционер. Насколько я помню, там люк был, да. Погода обещали на этой неделе солнышко. Ну, посмотрим, что. На данный момент туман. Перед стартом что-то случилось с воротами. Ребята не могли открыть. Что-то там не совсем было good с электричеством. Ну, там что-то там виснет этот самый. Но я так догадался, что там надо ключ повернуть, тогда руками. Типа во включенном положении. Все-таки электричество, значит, приходит, если ключ поворачиваешь. Наверное, ну, электричество, которое держит, там гребенка такая на воротах, и она держит. И электричество там какая-то, как бы, механизм, да, магнитный, я так думаю, что шестеренка стопорится. Если отключить,
то она ходит как в свободном режиме. Ну что, выходим на боевое дежурство, так скажем. Вышли на базу. Ну и, короче, я повернул ключ, и можно было руками открыть тогда этот самый гейт. А то, блин, ребята полчаса там мучились. Они там тоже что-то открывали, поворачивали ключ, но там надо сильнее повернуть ключ влево. Тогда получается все окей. Сейчас надо еще руль настроить под себя. Как-то, по-моему, вот так, наверное. Да, чтобы видеть всю панель. И 3, 4. А это 0 у нас было. Короче, я как обычно делаю. Ну, 3-3-0 я делаю. 3 выключено. Тройка — это у меня расстояние адаптивного круиз-контроля до впереди идущей машины. Ну, не знаю, сколько там, 30 метров тормозить начинает. Следующая — это тройка у меня, насколько может превышать скорость, так скажем, с горы при разгоне. И четвертое — это насколько понижать скорость. Я там 0 всегда ставил. Здесь уже как бы привычно система, да, как в тех дафах было, которая работала в Хестеркаме. Но все равно джойстика нету, кнопочки. Но здесь хотя бы скорость, как я понимаю, переключается. Да, поддерживаю чуть-чуть на 5 километров. Вот это удобно. А там надо было тык-тык-тык-тык-тыркать. У меня даже палец начал болеть, как у бухгалтера. Но настроение, ребята, замечательное. Все как положено. Встал я так достаточно рано. Хорошо смену не открыл, пока там с гейтом ковырялись. Открыли гейт тогда и открыл смену. Так, что здесь еще? Ну, в принципе, все как обычно. Так скажем. Все достаточно дружелюбно и замечательно. Единственное, в дафах есть такая система, что нету контроля за аккумулятором, да? Он, походу, выскакивает, когда уже какая-то проблема с ним. Ну, я имею в виду, батарея, когда просаживается, меньше скольки-то процентов, еще не знаю, надо будет как-нибудь проверить на базе, когда начинает алярм работать. Поэтому нужно типа приборчик такой иметь, показывающий вольтаж. Но у меня есть, я его покупал, помню, в Польше, но такой он противный, пищит, блин, непонятно когда. Пищит, когда много вольтажа, пищит, когда мало вольтажа. И вообще пищит, когда хочет. Еще там один этот самый гнездо для подключения провода сломалось. Поэтому нужно будет его либо поменять, либо забыть про него. Как-то так. Что еще хочу сказать? Вчера были на Фазенде, как я назвал, коттедж, который строится для водителей. Снял видео для вас. Кто не посмотрел, то есть это будет 361 видос, он завтра выйдет в открытый доступ. Если это 362 будет видео, то 361. Так что посмотрите и увидите подтверждение моих слов о том, что реально идет забота о водителях компании. То есть owners
компании, владелец, заботится все-таки. Более того, вчера мы с ним разговаривали, ну, не я с ним, а мы там стояли вот, с водителями. Ну, там все запросто, приезжает, он болтает, сам идет на контакт, спрашивает, что, как, шутит, смеется. Он сказал, что где-то через пару месяцев, как этот дом откроется, будет еще один дом. Вот того дома, который будет, что-то заговаривают. Состояние немножко похоже, но тоже надо будет делать. Не, внутри, говорит, он там получше состояние, снаружи, кажется, похуже. Надо будет делать там тоже ремонт. И там будет вроде на 10 мест еще. То есть он хочет 17 водителей заселить в домике. Но повторюсь, что, как я говорил в том видео, что комнаты будут даваться нормальным водителям, ну, которые не любят там шуметь, там, имеется в виду там музон, полночи слушать на всю катушку, чистоплотные, соблюдающие нормальные нормы поведения в общественном месте, ну, чтобы не было дискомфорта никакого, да, среди водителей. И самое главное, что эта комната будет даваться водителю на весь срок работы в его компании. И на тот момент, когда вы работаете, да, вот приехал сегодня, у тебя есть комната, и уехал, там все вещи забрал. Нет. Твоя комната, она твоя комната. Ты приехал, разложил там вещи, уехал, там их оставил. То есть и свои из машины перевез туда, а не надо в машину засовывать. И везти домой, либо искать какой-то контейнер. Это как-то для меня все ново, конечно, но, видите, все идет к лучшему. Я очень надеюсь, что я нашел компанию, которая мне на данный момент устраивает во всем. Вот реально во всем. И состояние машин, и как машину сдают, что ее чистят, а не просто приехал, бросил и ушел. И чистят, так скажем, почти как в Хейстеркампе. Единственное, ну не почти как в Хейстеркампе, как в Хейстеркампе чистят. Единственное, что нету приема сдачи машины. Вот это единственное. Но все как бы на совести водителя. А там посмотрим. Вот я просто принимал машину, Габриэлиус приехал, говорит, я сейчас быстро почищу. Эрик говорил, я говорю, ну ты не торопись, у меня-то время есть еще. Но он торопился не потому, что мне сдать машину, потому что он сам из Польши, он домой поехал сразу. На 1 неделю. Да, и, кстати, как я понял, что те поляки, которые работают 2-1, они там не будут жить, потому что 2 недели работают, хотя потом, наверное, и будут жить. А так, с ребятами познакомился, все замечательно. Ну, каждый день знакомлюсь с новыми ребятами. Все настолько открыты, что ну, супер, ребята, обстановка. Главное, говорю, не сидеть, не бычиться, идти на контакт, быть открытым, ну, улыбаться, не глупо улыбаться, а общаться, улыбаться, шутить. И это самому хорошо, и английский поднимаешь. И ну, не стесняться, вести себя как бы корпоративно, да. И все будет окей. Главное теперь самому не косячить, и чтобы здоровье не подводило. Потому что здоровье, ребята, это очень важно, вы сами понимаете. Когда у вас зуб болит, это не работает. Да я так, про зуб я так сказал. Дай бог, чтобы ни у кого никогда не болели зубы. Ну все, ладненько, едем дальше. 220 кило, 222, 3 гуся. Едем дальше. 3 лебедя.
главное, что еще, а во сколько мне нужно быть? Ну, к 8, к 9, не знаю, как приеду. Может быть, надо было бы к 8, 5 стартовать, ну, я не знаю, посмотрим. Как есть, так есть. Я из тех водителей, которые всегда едут до конца, по максимуму. Ну вот, как я и говорил, ребятки, поехали дальше. Ну вот мы уже прибываем. Остается 3,5 километра до... Ну, примерно так, потому что надо будет еще смотреть. Витя сказал, там 35-й дом, а Эрик мне писал 25-й дом. То есть надо будет искать еще эту фирмочку и смотреть, где там она находится. На второй этаж, я помню, подниматься. И смотреть, вернее, не где она находится, а где паркинг для этой фирмы. Потому что Витас говорит, что с одного паркинга его выгнали. Что надо на другой ехать. Ну, посмотрим. Информация-то у меня есть по названию фирмы. Надеюсь, правильная. Через 450 у нас получается поворот налево. Там, где, наверное, фуры поворачивают. И будем искать. Надо взять с собой документы. Кстати, в DFDS, да, я попробовал последний раз по ID без проблем проходит ID-карта. Ладно, там есть эти телеметрические данные, и тогда проблем никаких и нет. На правах, по-моему, ее нету, а вот на ID-карте есть. А здесь нужен будет паспорт, либо ID, карточка и отпечатки пальцев вроде будут снимать. Ну, это уже знакомая процедура. Кстати, в DFDS Ген то же самое было. Но только карточки не было там специально. А так, отпечатки пальцев снимали. Анкету заполнял. Ничего там страшного, удивительного нет. Если там мне в туалет что-то захотелось, наверное, переживаю. Да все нормально, что там не надо переживать. Мне волнует, смогу ли я с платформой потом ехать с длинной, или там надо ее укорачивать. Что-то такое где-то я читал. Где-то нельзя ехать с такой платформой. Так. Похоже, как типа в Лепе, где был Lidl магазин. Название надо будет посмотреть, потом приедем. В Лепе был в таком же месте, там магазин. Он сам Skip, известная компания, кто на контейнерах работает. Тот знает. Как вчера разговаривал с коллегой, говорит, машина идет там 85-83, говорит, а я больше не еду. Единственное, говорит, у меня проблемы в городах. Радары ставят эти, а я там еду 65. И попадаю. 2 раза, говорит, попал, к сожалению. И я в этой машине заметил, ребята, одну вещь. Я думал, почему мне Габриниус сказал, что 91 она идет. Оказывается, здесь тот случай, когда не совпадает спидометр в другую сторону. Показания спидометра. То есть здесь показывает у меня 85 на спидометре электронно,
А GPS показывает 86, а это чревато. На 86 радары ловят как штраф. По крайней мере, вот под Роттердамом. Так, нам сейчас... А, нет, это мы еще проезжаем. Светофор. А вот следующий, по-моему, наш. А, тут две полосы, блин, нормально. Не надо перестраиваться, походу. Хавенс Ринг. Там заезжаешь и как-то будем искать. Ничего страшного. Главное не суетиться под клиентом, как говорил боцман Кузя. Ну, а ребята идут, платформа длинная, полная, не укороченная, так что все окей. Баланс. Сейчас будем заезжать вправо. И за мной идет чудак с платформы, с полной. Какой-то будет домик. Будем посмотреть, как говорится. Вот здесь заезжать направо надо. Потом посмотреть название фирмы, которую они там мне прислали. Вы меня уж простите, что я вам не показал порт. Потому что все-таки в порту это чревато показывать. Нельзя в порту снимать. А, вот, no parking here. City Terminal. Наверное, вот сюда, в это здание мне и надо идти. А он здесь оставил, да, я думаю. А надо заехать. Вот сюда и вот там ставить на паркинге. Я так понял. Так что все правильно получается. Им надо сообщить будет, когда... О, Хойер, блин. Карго-транс, так и вздрогнул. Им сообщить надо будет, когда только шасси возьму планинг. А Эрику, я думаю, что я сообщу, что... Ага, карго-карт. Вот здесь. Эрику я сообщу, когда... Так, этот поедет или... Не поедет. Сообщу, когда активизация пройдет. Я думаю, так будет правильно. Все, ребята, приехали, пойдем вот туда, в City Terminal, по-моему. Не проходит активация, что-то там в системе зависло. Поеду я на другой адрес. Эрик прислал другой адрес, сказал, поезжай туда, там тебе помогут. 35 километров. Не понял, что там. Так. Я, главное, вчера они мне прислали этот самый. Так я только не понял, что там. Не адрес, они мне прислали название какое-то. А что там, куда там? Эрик мне прислал другое название, туда и поехал. Что-то в системе не то. Этот мне дал листок, сказал туда Security Logistics BV. Охранник, я имею в виду. Ладно, туда и поедем. Так. На куда-то на мыс было там.
500 meters, turn left. Попытаем счастье там. Блин, уже потом полдня уже пройдет. Я вообще сегодня возьму что-то. Очень надеюсь. Потому что мне надо будет еще возвращаться тогда и обратно. Ох. Я надеюсь, я возьму сегодня вообще первый контейнер и куда-нибудь потащу его и буду где-нибудь там ночевать на дороге. Мы сейчас так поднимаемся высоко за Роттердам наверх. Все, настроил. Надо не забывать, что здесь не надо ставить 85, здесь надо ставить 84, тогда GPS будет показывать 85. Вернись. Вернись. Так, я, кстати, нашел какую-то там, типа, написано было в этой бумажке какую-то аппликацию, можно там скачать или что-то такое, и там зарегистрироваться. Но там пин-код нужен семизначный, а у меня девятизначный пин-код. Странно как-то. Может, на будущее как-то можно, чтобы не заходить туда, пользоваться этой аппликацией? Возможно, все возможно. Надо потом для интереса посмотреть. Так, еще 30 километров. Проскочить надо, ребята. Ну, проскочим, правда? Что мы, блин? 30 километров нам не под силу. Шатать. Ладно, приеду туда, расскажу, получилось, не получилось. Дискордия. Ну, вроде приезжаем, ребята, на место. 750 метров. Сейчас прямо, вот это, наверное, плац. Показывать типа в левую полосу. Наверное, дальние, старые, вернее, данные. А будем еще искать Масл Плаза. У меня там будет название
Secure Logistic. Secure Logistic. Будет, наверное, там заезжать. Здесь Truck Wash. Secure Logistic. Ресторан. Будем искать. Перепроложить. Да ладно, не надо перепрокладывать. Сейчас мы, наверное, сюда заедем. Где тут траки заезжают. Secure Logistic. Вот стоят. Там был номер порта какой-то там. 8780. Интересно. Перепроложить. Понятно, что Перепроложить. Перепроложить. А куда мне идти? Нет, там мойка машин. Или вот здесь. Прямо. Походу. Я так думаю, Secure Logistic надо искать. Где она? Это логистика. Показывает, что вот тут вправо. Ну ладно, пойдем еще раз сходим. Я активировал карточку здесь. И теперь гоним дальше. Гоним, короче, друзья мои, мы за блин. Видишь? For activation. Cargo card. Окей, все. Отписали им. Наверное, надо было туда заезжать, во двор. Ну ладно, я здесь стал. Перепроложить. Вот точно, я туда поехал, друзья мои. Реально, надо было там Перепроложить. направо и на мост. Сейчас развернемся. Тут круг. Еще один. Там налево. И на дорожку. И к тому я увидел, что там в конце какая-то не та тропинка. Думал, там неправильно ведет. Казалось, все правильно. Надо правее брать. Вот тут на первом этаже Маас Влакте. Они мне тоже сюда прислали Маас Влакте. А куда Маас Влакте? По адрес прислали. Ну что поделать? А вот Эрик мне прислал другой адрес. Вот там я и проторчал. Так, да, вот сюда. Я что-то подумал, здесь тропинка. Чуть на встречку не ехал. Вот было бы здорово, если по встречке я пошел. Ну все. 60 километров, друзья мои. Теперь в обратном направлении за Роттердам.
туда и поедем. Уже за шасси. Будем выбирать из двух вариантов. Выберем лучшее, правда? Сюда, направо. Нам прямо не надо, прямо там куда-то другое место. Нам туда вправо. Перепроложить. Напоминает мне район Гента возле порта. Тоже такие развязки там. Кто смотрел мой канал, где я работал на Хестеркампе, там я и работал. Да, вот как вспоминаю, вот из этих всех 4 компаний, которые были до меня, до этого, все-таки Хестеркамп самая такая нормальная была компания. Порядок там был. Да, я там в Генте кружил много, как сейчас помню. Сейчас, блин, еще еду, все время думаю, что у меня прицеп сзади, да, и, блин, смотрю, его нету, елки-палки. Перепроложить. Потом вспоминаю, что я же сингл, гонщик сейчас. Надеюсь, я на штрафы не нарвался здесь. 85 показывает, по GPS 86. Конечно, засада хорошая такая. Знаете. Ну его в баню. Не на ровном месте получить этот самый, да? Штраф. Думаю, что никому не хочется. Хочу -1 ставить. Не надо там -1. А, это по умолчанию, наверное. Хотя я off стоит. На понижение скорости. Ну все, гоним. Блин, надо было свитер снять с кофты. Ну ладно, погода не такая жаркая, но ничего, нормально. Сумбурное начало трудовой деятельности на контейнерах. Вот когда я возьму шасси, возьму контейнер первый, вот тогда уже будет норм. Правда? Правда. Интересно, пустой он будет, полный? Наверное, пустой. Потому что, да, обычно мы пустые берем контейнера. Хотя не, подожди. Он бывало и полный мы брали. Нет, пустой мы брали. Вспомнить не могу. И один раз мы, по-моему, брали полный контейнер. Потому что документы были в контейнере. Хотя у меня сейчас уже все запуталось. В трейлерах точно мы берем полные контейнера. А здесь не, ребята, как-то вылетело из памяти. Надо смотреть видосы. Мы привезли, я помню, полный, взяли пустой, поехали на загрузку. Потом поехали на выгрузку, опять на загрузку и привезли его в город. Так. Но обычно тут так и есть такая ситуация. Берем пустой, едем загружаемся, потом едем выгружаться. Потом едем загружаться и везем его в порт. Причем получается, что если вы берете контейнер, потом едете разгружаться,
то обычно на этом день заканчивается. Но я не знаю, как у меня сегодня. Если с утра, мы тогда привезли контейнер, взяли пустой, поехали его загрузили. Потом поехали куда-то его выгрузили. Поехали загрузили и поехали уже на палку. Надо спросить по поводу масла. Ладно, буду рассказывать. Обязательно. Буду держать вас в курсе о работе на контейнерах. Думаю, что будет достаточно интересно, потому что это что-то новое и для вас. Ну, хотя не для всех, конечно. Но для меня так точно. Ну все, едем дальше. Ну что, направо сейчас будем поворачивать, нам осталось тут буквально 4 километра. Будем искать шасси наше. Не только искать, будем еще и выбирать. Дордрехт. Кто-то у меня из знакомых тут живет или кто-то работал. Ну, поедем. Дордрехт. Номер 4 дом. Там, по-моему, не было названия даже компании. Да, привычка вот остается. И потом дома тоже самое. Первое время, вернее, не дома, когда еду на машине, первое время путаю руки. Ретардер с поворотником. Привык, что ретардер есть в машине. Дома включаешь ретардер. Иногда, когда сядешь на машину, немножко включаешь. Включается стеклоочистители по-сухому. Вау, как хорошо, знаете. Что здесь разве 80? А, ну да, здесь 80. Я что-то думал, мы уже в город заехали. Сделаем 53 на всякий случай. Все показывает 80. Ну, лучше поедем потише. Что-то мне казалось, что мы как бы в город заехали. Оказывается, мы по трассе еще идем. N3 контролы. Средняя скорость, что ли, будет? Ну, нам тут уже чуть-чуть осталось. Там на повороте. Если меня туда... А как меня туда пустят? Витас говорит, ему хорошо было. Он взял сразу прицеп и пошел с контейнером. А мне вот приходится сейчас цеплять. Надеюсь, там нормально будет. Где-то вот здесь, под мостом, показывает. Вот здесь слева. Где там, что я так не ощущаю. Прицеп. Какая-то стройка идет. Здесь, что ли, прицеп? Что я как-то не вижу прицеп. Не вижу, не наблюдаю. Ну, посмотрим. Где-то. Может, он на улице стоит где-то? Как в Хейстеркампе. Здесь шасси, а там стояли трейлера. Все может быть. Если тогда был бы не адрес, тогда была бы какая-то точка. Но обычно так делают. Точку дают. Сейчас, может, точно в городе.
спускаться. Turn right onto this track. Как наш светофор красный. 800 метров осталось. Есть там еще какая-то информация? ДКЖ транспорт называется. Сейчас налево, да, по-моему? Then 50 meters. Turn left. Вот любите вы выруливать прямо. ДКЖ транспорт. Turn left. Пока не вижу. 500 метров налево. Ну, Сервис какой-то есть. Сервис. Первый раз буду цеплять шасси. Надеюсь, никаких проблем не будет и что оно длинное. Не надо было там вытягивать. Я примерно теоретически знаю. В Ютубе, что ли, надо смотреть. 400 meters. Или вдоль дороги будет стоять. Не, ну если написано фирма, значит на фирме. Правильно? ДКЖ. Там тупик. Ну ладно, я без прицепа вырву, если что. ДКЖ. Хотел памп. Тут ДКЖ. Ладно. Если будет тупик, будем разворачиваться. Ну где тут ДКЖ сервис? Нет. Я приехал как бы. А где? Этот Хейстеркамп. А, вот ДКЖ. Ага. Вот здесь надо заезжать. Да, вот. ДКЖ я вижу. Окей, дальше что? Репорт. Драйв репорт слева. 500 meters. Straight on the Hendrix and then the left on F2. Round right. Пойдем сейчас разбираться. Все, приехали, ребята.